Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Свой сегодняшний влог я начинаю с ужина. У меня, в общем-то, он такой стандартный. Здесь гречка, в этот раз немного куриной котлеты и тыква, кабачок и немного кетчупа, а здесь сырые овощи. Китайская капуста, морковка, огурец, стебель сельдерея. И сейчас еще хочу немножко... еще здесь зеленый лук, а здесь репчатый немного. И, возможно, я сейчас укропом или петрушкой посыплю, а может быть, не буду. И чай. И, конечно же, уютное видео. Сегодня уже 26 октября, среда. Продолжаю влог. Не знаю, мне нравится вид за окном, но не то, что в плане там зелени, но это само собой, а вообще как-то так немножко мрачновато, но мне очень нравится. Я сегодня встала очень поздно, в 3 часа дня, но я рада, потому что я последнюю неделю нормально не спала. Вчера я вообще встала для себя рано, в 10 утра. Я заранее прошу прощения у тех людей, кто встает ни свет ни заря и пашет от звонка до звонка на тяжелой работе. Я думаю, что да, для вас это будет очень издевательски и смешно звучать. Я у меня, конечно, более расслабленная жизнь, но дело не в этом. Я вообще в зимнее время, и кто смотрит видео постоянно знает, вообще стараюсь в 6 утра вставать, мне очень нравится. Но летом я перешла на режим, когда я вставала в 12, ложилась часика в 2 ночи. В общем, суть в том, что вчера я встала вообще, вроде, казалось бы, лежала типа 10 часов, но на деле я поспала по фитнес-браслету 5 часов. Но это так и есть, то, что я постоянно ворочалась, вставала, пила таблетки. У меня просто обострились суставы, и, в общем, такая проблемка. Потом я очень много ходила, я вчера почти 20 километров прошла, при всем при том, и довольно легко, потому что когда у меня суставы, это все обостряется, мне по факту тяжело лежать, и тяжело именно первые моменты утром. Но вчера я много погуляла, походила, были позитивные эмоции, и я на ночь выпила четвертинку димедрола, но до этого мне как-то не помогало. Сегодня я прекрасно поспала, утром встала и поняла, что у меня вообще даже, видимо, уже прошла эта перестройка с лета на осень, и у меня вроде бы как с суставами все наладилось. Хочется верить, что действительно это у меня такой кратковременный момент. Вообще, я планирую сегодня пойти погулять, но некоторые моменты я откладывала уже давно, поэтому я все-таки сейчас хочу быстренько попробовать один рецепт. Блинчики, но они с картошкой. Очень хочу попробовать для интереса, что получится. Так как я считаю калории, записываю рецепты. Сейчас возьму блокнот, запишу все ингредиенты, и так далее. А перед этим помою посуду. Посуды у меня немного, так сказать, после завтрака. На камеру я ее, конечно же, мыть не буду. Сейчас сама ее просто быстренько. А сейчас чищу картошку, чтобы сделать картофельные блины. Здесь нужно 500 грамм. Картошка, кстати, очень хорошая. Вообще отличная просто. Давно такой не покупала. Она у меня еще даже не в холодильнике лежала, а тут на полу в сетке. И все нормально с ней. Просто удивительно. Так, все это измельчаю, предварительно натерла на терке, хотя вроде это даже не надо, можно здесь было и так измельчить. И вообще измельчается сразу все с одной луковицей и с молоком. Но я делаю все постепенно, сейчас молоко понемножку наливаю. Рецепт этот я пробую, соответственно, впервые, поэтому лучше поаккуратней.
Интересно, что получится. Ну и лук порезать. Зелени там можно любой 50 грамм, хоть специи. Ну и теперь все вот в эту чашку, где буду взбивать миксером. Ну а это в мойку. Все-таки силиконовые лопаточки – это гениальное изобретение. Добавила муку, соль, чайную ложку. Муку, конечно же, просеиваю, хотя, наверное, можно и не просеивать, не знаю, но я просеиваю всегда. Ну и еще раз взбиваю. Придерживаю, чтобы не сильно брызгалось. В общем, буду пробовать сейчас. Так, ну в принципе нормально все печется. Масло я подсолнечное 10 грамм отмерила и прям силиконовой лопаткой по чуть-чуть. Больше не надо. В Пятерочке я купила, во-первых, 2 рулона туалетной бумаги. Беру такую всегда, и в этот раз она тоже хорошая. Редкий случай, когда бывает плохая. А мука красная, цена очень хорошего качества. Пеку регулярно, хотя я уже говорила, что бывает так, что ее ругают, но мне ни разу не попадалось ничего плохого. То есть, ну я имею в виду, что выпечка с ней всегда хорошая. Вот, как правило, говорят, что плохо, если все делают на глаз и что-то не получается. Вот, но это не в муке дело. Ладно, дальше. Помидоры по 89 рублей были, и они, прям по ним видно, что они хорошие. Вкусняшку, мороженку, сладкоежка. Также взяла губки для мытья посуды. У меня были большие запасы, закончились. Я взяла мини-губки. Меня они, в общем-то, устраивают. Мне без разницы, большие, маленькие. Я их меняю очень часто, минимум раз в неделю. А если там что-то помыла, знаете, из-под теста, то могу и быстрее. Поэтому мне не принципиально. Цена была то ли 17 рублей. Я сейчас посмотрю по чеку, сколько стоили губки. Ну, может, чуть подороже. Так, губки 17,99, мука 54,49, бумага по 5,99. Дальше сыр. Сыр у меня был на 94,48, мороженое 16,99 и помидоры 89,99. Это у меня там кофе варится. Ну и, в общем-то, время вкусняшки. Я взяла такую креманку. У меня их несколько вариантов. Вот одна такая светлая, а вторая темная. Ну, темную вы в каком-то из видео могли наблюдать. Блины, конечно, оказались очень вкусные. 147 калорий на 100 грамм. Ну, это вот из того, что я положила, что получилось. И вы знаете, когда я только их испекла, они были ароматные. Но это надо было вот принюхиваться. Я сейчас где-то часа полтора-два отсутствовала дома. От них просто невероятный аромат идет. Вообще настолько шикарный. Так что да, супер рецепт. Ну, я это тоже аккуратненько все сложу, заморожу. Я хочу еще завтра, может быть, сходить в Fix Price, посмотреть, наверное, там вот эти пакеты на зиплоке. Ну, не знаю, или потом схожу. Нет, на Fix Price мне в любом случае надо, но просто икеевские заканчиваются пакеты. Ну как, я их просто использую активно. Один у меня сейчас есть, 1 или 2 лежат вот там. Пока, может, хватит. Ну, а теперь время белье с сушилки снять и убрать по местам. Сушилку пока тоже уберу. Надо будет еще вот с нитками разобраться на гладильной доске, потому что вот в шкафу я все разбирала. Нитки переложила, но ниток сейчас все больше и больше приобретается. У меня еще в моей комнате лежат, поэтому нужно все
как следует рассортировать. Там освободилось место, потому что что-то я отвезла как в виде ниток, так и уже в виде готовых изделий на дачу. Ну и, соответственно, можно положить что-то другое. А так пока все в пакетах. Тут кухонные полотенца, банные, плюс носки. Так что сейчас все рассортирую и по местам. Так, это отнесу, а это в тумбочку. Ну и собрать. И будет порядок. А теперь помывка полов. В этот раз я мою тряпкой. Ну, здесь у меня в принципе чисто. Я даже пылесосом раз в неделю только прохожусь, а так каждый день просто тряпкой. А моющий пылесос, ну, я использую раз в неделю, раз в 2 недели. Так, по необходимости. Ну, а тряпкой, в принципе, ну, 10 минут всю квартиру. Ну, а сейчас я села ужинать. На ужин у меня сырые овощи. Китайская капуста, сельдерей, помидор, огурец, соевый соус и немного сыра. Думала, какой бы чай себе заварить, ну и взяла вот этот экоцвет сибирский, чаговый чай с вытяжкой из кедрового ореха. Я покупала этот чай в Fix Price. Вот, и редко пью, но он, кстати, неплохой. Но он видно, насколько редко. Ну, я взяла его просто чисто, знаете, ради интереса. У меня вот такой чайник, ну, вернее, как, у меня разные чайники, но надо было взять другой, потому что здесь вот сито, и через него очень плохо проходит конкретно вот эта вся мелочь. Приходится ждать. Очень, конечно, неудобно, потому что сам по себе чайник классный, я его просто обожаю, но вот, да, такая ситуация. Сейчас я включаю компьютер, мне нужно будет кое-что распечатать. Вот. Тут у меня принтер. Ну да, носки, в которых я хожу, я их просто то снимаю, то одеваю. Печатала я вот такой трекер привычек. На самом деле на Wildberries он есть, и там и обложки такие, знаете, типа soft touch, но я пока не уверена, нужно мне это, не нужно, пойдет, не пойдет, но пару дней назад я просто стала задумываться, что может мне завести блокнот, а у меня их много. И вот просто тут даже, знаете, дело не в выработке какой-то привычки, а, ну, короче, мне было необходимо, потому что, скажем так, есть одно дело, которое мне просто даже надо, чтобы выполнить там 30 дней, другое 14, и просто, чтобы не забыть, не держать в памяти. Вот. А тут как раз мне попалась на Wildberries вот трекер привычек, но я что-то подумала и решила, что для начала все-таки скачаю. Если мне это затянет, тогда другой вопрос. Вот. Я распечатала 3 листика, один себе, ну, вообще, конечно, это вот на октябрь, ну, тут уже несколько дней осталось, но то, что я выполняю уже больше, поэтому ничего страшного. Второй вот будет на этот самый ноябрь. Один подарю своей ученице, ну, маленькой ученице, посмотрим, вдруг тоже пригодится. И ей же, поскольку я поеду с ней посидеть, то вот я из своей любимой раскраски тоже ей напечатала несколько тематических иллюстраций, и если мы захотим, то пораскрашиваем. Так что вот как-то так. Сейчас совершенно незаметно настало 2 часа ночи, и я решила уже основательно поужинать. Я так частенько делаю. Я, правда, очень хочу потихоньку перейти на режим зимний, но пока не получится. Ну и ладно. В общем, делаю гречку и овощи. Пока ужин готовится, я решила немножко пораскрашивать, не все ж убираться.
готовить и прочее. Достала карандаши Берлинга металлик, которые мне сейчас потребуются, и Берлинга двухцветные. Это спасибо Оксане. Вот, ну и тут у меня другие карандаши. Вообще, я на ноябрь планировала только эту иллюстрацию, но сейчас пока еще решила немножко и тут пораскрашивать. Ну а сейчас я опять же в ночи села заполнять трекер привычек. Достала тут свои маркеры, ручку, хотя я еще не решила, может быть, я буду заполнять этот трекер и какой-нибудь другой, не знаю, блестящей ручкой, может быть, для разнообразия. Посмотрим. Я то, что выполнила, буду ставить галочку, если пропустила, ну, соответственно, пропускать. А там, где, ну вот, допустим, сегодня, ну, сегодня получается уже там 27 число, да, там, и там, где я ничего не делала, я, ну, просто как раз так закрашу, наверное, я буду знать, что я в эти дни вообще еще ничего не начинала. Вообще я выбрала ручку Берлинга Бриллиант Металлик, они мне очень нравятся. Вот. У меня в принципе здесь есть разные цвета, у них они такие редкие, красивые. Вот. И, ну, в общем, очень они классные. И там, где нужно определенное что-то делать количество дней, а не просто соблюдать там регулярность, то я буду вот так вот 1, 2, 3, 4, 5 записывать, чтобы уже точно знать, когда я сделала все. Трекер привычек заполнила. Я вообще очень расстроена, потому что вот этими маркерами я воспользовалась всего пару раз, и, к сожалению, они все засохли. Я попробую их завтра заправить. Просто дело в том, что они мне очень нравятся. И по цвету корпуса, и по самому цвету. Плюс они такие, как вот, ну, очень приятные на ощупь, и плоские. Короче, они мне нравятся. И они очень-очень легкие. Вот. Я не знаю, есть они сейчас в фикс прайс или нет. Вроде бы мне не попадались. Но раз у них такое качество, повторять точно не вариант. Единственное, попробую заправить. Если нет, выброшу. И взяла... Ань, спасибо за подарок. Взяла вот такие маркеры. Они тоже классные. Вот, но они с виду пастельные, на деле, конечно, более яркие, но ничего страшного. В общем, с ними все прекрасно. Они у меня появились, я не помню, то ли раньше этих, то ли чуть позже, но плюс-минус в одно время. Но вот с ними все идеально. Так что, к сожалению, фикс прайс вот подводит. Помыла плиту, посуду, все протерла. Я еще сегодня кофеварку помыла. Ну, а теперь пойду в душ, сделаю какую-нибудь маску для лица и лягу спать. Маску, скорее всего, сделаю, ну, например, пусть будет вот такая вот маска. Очень она, Ань, спасибо за подарок, очень она приятно пахнет, ну и в целом хорошая. Собственно, сейчас уже 3:30. Вот. Это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. А я благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютной, теплой, комфортной осени. До скорой встречи. Пока-пока.